Мало кто задумывается, но природа не появилась в один момент. Это был долгий и почти незаметный процесс, который начался миллиарды лет назад, когда планета только формировалась. Сначала не было ни лесов, ни океанов, ни воздуха. Поверхность была раскаленной, покрытой лавой и камнем, и казалось, что здесь никогда не сможет появиться жизнь. Но со временем все начало меняться. Температура стала постепенно снижаться, и из недр планеты выходили газы, формируя атмосферу. Ведь сначала она была непригодной для дыхания, но именно она стала основой для будущей жизни. Затем начался один из самых важных этапов. На поверхность стали выпадать дожди. Они шли тысячи, возможно, и миллионы лет. Вода собиралась в углублениях, образуя первые океаны, и именно в этих водах произошел первый настоящий перелом. Появились простейшие формы жизни, настолько маленькие, что их невозможно было увидеть, но именно они начали менять все вокруг. Они вырабатывали кислород, постепенно наполняя им атмосферу, и спустя огромное количество времени воздух стал таким, каким мы можем дышать сейчас. Затем появились более сложные организмы, растения, которые начали покрывать Землю, превращая пустую поверхность в зеленый мир. Они удерживали влагу, создавали почву и давали основу для других форм жизни. Вслед за ними появились животные сначала в воде, а потом на суше. И с каждым новым этапом природа становилась все сложнее, все разнообразнее. Но самое удивительное в этом процессе то, что все происходило без единого центра управления, без какого-то явного плана. Но при этом каждая часть системы оказалась связана с другой, и малейшее изменение в одном месте влияло на все остальное. И именно поэтому сегодня природа выглядит как идеально настроенный механизм, где все взаимосвязано, где леса влияет на климат, океаны регулируют температуру, а даже самые маленькие организмы играют огромную роль, и чем больше ученые изучают этот процесс, тем чаще приходят к одной и той же мысли. Несмотря на то, что у природы нет разума в привычном понимании, она ведет себя так, будто умеет сохранять баланс и поддерживать жизнь. И, возможно, именно поэтому человек до сих пор не может до конца понять ее, потому что мы видим только результат, но не до конца понимаем сам процесс, который длился миллиарды лет и продолжается прямо сейчас.